Глава комиссии ВАДА по расследованию обвинений о допинг-скандале на Олимпиаде 2014 в Сочи, автор доклада о государственной системе допинга в России Ричард Макларен встал на защиту российских и белорусских спортсменов, которые во многих видах спорта были отстранены от международных соревнований. То, как с ними обращаются несправедливо, спортсмены не начали этот конфликт и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать в международных соревнованиях. Если спортивный арбитражный суд СЕС примет решение в пользу спортсменов, федерации будут вынуждены разрешить им снова участвовать в соревнованиях, заявил Макларен в интервью. При этом спортивный юрист не стал делать прогноз о шансах россиян добиться отмены запрета в суде. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в западных странах начали понимать, что международные соревнования без российских спортсменов являются неинтересными и неполноценными. Накануне автор доклада о государственной системе допинга в России Ричард Макларен заявил, что считает несправедливым отстранение российских спортсменов от международных соревнований. «Приятно, что такой человек поддержал наших спортсменов. Возможно, его мнение как-то повлияет на наше возвращение на мировую арену. Я думаю, на Западе стали понимать, что соревнования без российских спортсменов неинтересны и неполноценны», — сказала Тарасова. Международный олимпийский комитет МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган прокомментировал слова канадца Ричарда Макларена об отстранении россиян от международных соревнований. «Надеюсь, что мировая общественность прислушается к мнению Макларена», — сказал Коган. Фигуристки Софья Акатьева, Аделия Петросян и Софья Самоделкина примут участие в контрольных прокатах взрослой сборной России, об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России. Контрольные прокаты сборной России пройдут 24-25 сентября в Москве. Софья Акатьева, двукратная чемпионка России среди юниоров и двукратная победительница этапов юниорского гран-при. Вместе с ней в группе Этери Тутберидзе занимается ее сверстница Аделия Петросян, которая является чемпионкой этапа юниорского гран-при. 18 и 19 августа в Новогорске пройдут контрольные прокаты юниорок. С 15 августа спортсменки начали тренировки в учебно-тренировочном центре Новогорск, 18 августа выступят с короткими программами в 17 часов по московскому времени, а 19 августа с произвольными программами в 16 часов. Первый канал покажет контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию в прямом эфире. Как стало известно, ни журналистов, ни болельщиков на прокаты не пустят, они пройдут в закрытом режиме. Участницы: Алиса Двоеглазова, Вероника Жилина, Дарья Садкова, Вероника Еметова, Надежда Пантелеенко, Софья Титова, Таисия Щербинина, Алина Горбачева, Елизавета Куликова, Мария Гордеева, Мария Захарова, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Анастасия Зинина.